Всем привет, и как всегда для вас видео без лишних слов. Сегодня я расскажу, как можно сделать красивые ногти быстро, легко, без спецоборудования и самое главное с минимальными финансовыми затратами. Для этого мы возьмем специальный двухсторонний скотч, который быстро набирает популярность, стоит недорого, удивляет своей прочностью, а главное не портит ногти. Как вы видите, скотч предложен разных размеров. Вы можете выбрать размер, подходящий именно вам. Если нет такого, можно обрезать, подогнав нужный размер, или использовать несколько кусочков. Данные кусочки имеют две липкие стороны. Одну вы прикладываете к подготовленному ноготку и снимаете защитную пленку. Как видите, скотч достаточно тянется, он прочный, похож на пищевую пленку. При перебывании на воздухе становится жестче и прочнее. Также нам понадобятся пластиковые типсы. Чем хорошо брать отдельно скотч от типсов, так это тем, что мы без проблем можем подпилить типсы до нужных нам размеров и форм. Еще продаются уже готовые типсы, внутри которых уже есть приклеенный скотч. Такие типсы имеют свои минусы. Это неудобство отклеивать защитную пленку, и во время отклеивания мы можем потянуть клеящую часть, оставляя под ней воздух. Но огромный плюс – это экономия времени. Просто снял защитную пленку и приложил к ноготку. Итак, я купила самые обыкновенные типсы, которые приглянулись, стоят они где-то $1,5. Клей, который идет в комплекте, мы убираем сразу. Он нам не понадобится. Затем берем один подходящий нам кусочек скотча и прикладываем к обезжиренному ноготку. Плотненько прижимаем со всех сторон и снимаем защитную пленку. Как видите, ноготок стал глянцевым и покрыт пленкой. На эту пленку мы плотно прикладываем типсу и прижимаем на полминуты, чтобы типса схватилась плотно. Теперь все то же самое мы делаем с остальными ноготками. Прикладываем скотч, плотно прижимаем, и можно апельсиновой палочкой втереть в ноготок плотнее. Снимаем защитную пленку, берем типсу и прикладываем к ноготку. После того, как все ноготки на месте, аккуратно подпиливаем пилочкой уголки типс, чтобы они выглядели нежнее и натуральней, и счищаем пыль. Смотрим на то, что у нас получилось. Ногти держатся плотно, не шатаются, не прыгают, не доставляют дискомфорта. Как же снимать эти ноготки? Можно, конечно, просто подцепить их и аккуратно потянуть, хотя это немного неприятно. Но, как видите, скотч тянется, и при необходимости мы можем прицепить ноготок назад. И далее необходимо счистить остатки скотча. Удобно это делать апельсиновой палочкой. Также снять можно, сбрызнув ноготки спиртом, и дать спирту немного распределиться под ноготком. И теперь с легкостью, без дискомфорта мы можем снять типсу. Остатки скотча также можно убрать средством для снятия лака. Просто потрите ноготок и снимите уже скотанный скотч. Ногти целые и невредимые. Такие ноготки идеально подойдут на выход, когда нет времени на наращивание или если ногти вам нужны лишь на один вечер. Посуду с такими ноготками мыть не стоит, но данный скотч позволяет прочно зафиксировать накладные ногти. Спасибо, что смотрели мое видео. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки и дизлайки, а главное, подписывайтесь на мой канал. Все вопросы пишите в комментариях, постараюсь ответить на все. Красивых и легких вам работ, хороших клиентов, и увидимся в следующем видео. Пока-пока. Ссылка на товар указана в описании под видео.